Привет! Есть в нашем городе памятник, про который, вероятно, меньше всего знают жители города. В честь кого он поставлен, когда. В основном считают, что этот памятник посвящен бойцам Великой Отечественной войны. Но на самом деле этот памятник старше и, наверное, один из самых старых в городе. Ну и, конечно, есть байка с ним связанная и загадка, к которой мы вернемся попозже. Сначала о истории памятника. На заре советской власти в 20 году ижорцы заложили первые плиты постамента будущего памятника жертвам революции. Имелись в виду жертвы Кровавого воскресенья 9 января 1905 года. На лагерном шоссе, рядом с городским кладбищем, был подготовлен фундамент. Договор на создание памятника исполком Колпинского совдепа заключил с известным скульптором Шервудом. Отделка памятника не была завершена. В январе 1936 года Президиум Горсовета вынес на сессию вопрос о снятии памятника жертвам революции, обосновывая это тем, что он установлен не по назначению и выстроен некультурно. В 1937 году памятник работы Шервуда был демонтирован. Авторами нового памятника стали скульптор Евгений Гордеевич Захаров и архитектор Ярубский. Он был установлен на месте старого и открыт 6 ноября 1937 года к 20-й годовщине Октябрьской революции. В современном реестре Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры он значится как памятник рабочим красногвардейцам, погибшим в боях с войсками Юденича. Ну а загадка заключается в периодически исчезающей гранате. Если взглянуть на фотографию, которую мы делали в 2004 году, то можно увидеть, что идет его реставрация, и у рабочего красноармейца в руке отчетливо виднеется граната. Интересно, что сам памятник был в тот момент непонятного розового цвета. Ну, может и не совсем розовый, да простят меня девушки, которые лучше всего разбираются в цветах и оттенках. Но если взглянуть на фотографии чуть более раннего времени, до того, как он стал розовым, видно, что гранаты в руке нет. Например, взглянем на эту фотографию 1972 года. То есть в ходе реставрации памятник сделали розовым и вложили бойцу в руку гранату. Самое интересное начинается потом. После прошедшей реставрации 2004-2005 годов памятник обрел нормальный цвет, и граната из руки исчезла. В 2015 году началась новая реставрация памятника, при этом на наших кадрах видно, что гранаты в руке нет. После прошедшей реставрации свой цвет памятник не изменил, но в руке вновь появилась граната. Чехарда с гранатой совершенно непонятна. Информации о том, почему граната появлялась и исчезала, найти, к сожалению, не удалось. Но появилась байка, которая гласит, что гранату у рабочего из руки убрали, так как он замахивался ей на Ильича, который стоит на привокзальной площади. Но если взглянуть на траекторию метания гранаты, то она проходит мимо вождя революции. Да и гроза Владимиру Ильичу кулаком ничем не лучше, особенно в советское время. Материалов, к сожалению, немного по этому поводу, но фотография 1942 года показывает, что и в 40-е годы боец грозил врагам революции именно кулаком, а не гранатой. Да и описание памятника гласит так. На высоком постаменте застыла гигантская фигура красногвардейца, через плечо у него перекинута пулеметная лента, на поясе висят гранаты. Он высоко поднял правую руку со сжатым кулаком, в левой руке у него винтовка. Надпись посвящения отважным бойцам Красной Гвардии, отдавшим свою жизнь в борьбе за дело пролетарской революции. Никогда не умрет память о вас в советском народе, никогда не погаснет наша ненависть к врагам народа. То есть все-таки кулак, а не граната. Почему именно кулак, спросите вы? Некультурно как-то. А дело в том, что во времена установки памятника этот символ был очень популярен в то время. Это интернациональный пролетарский жест Ротфронт, Красный фронт. Поднятая в полусгибе или почти распрямленная рука, обычно правая, с повернутым от себя сжатым кулаком. Самую широкую известность приветствие получило во всем мире как символ борьбы с фашизмом в 30-х годах, особенно во время гражданской войны в Испании. Жест символизировал единство пролетариата всех стран и готовность до конца бороться за победу интернационала. Приветствие было также весьма распространено в СССР среди комсомольцев, коммунистов и молодежи, вообще с конца 20-х годов до окончания гражданской войны в Испании. Интересно, какие еще изменения ожидают этот многострадальный памятник, которому скоро исполнится 80 лет? Возможно, после очередной реставрации граната вновь исчезнет или появится что-то другое в руке красногвардейца. В общем, загадку полностью разгадать не удалось. Но хорошо, если вы из этого видео узнали, кому все-таки поставлен этот памятник и почему рабочий красногвардеец должен грозить кулаком, а не гранатой. Спасибо за просмотр, если понравилось, ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на Ижорский телевизор. Смотрите предыдущие и новые серии. О своих байках рассказывайте в комментариях. До встречи!